Итак, ребят, всем привет! Ну, а у нас подкаст продолжение по предыдущей теме, где я разбирала свой рисунок, который закинула вам сюда в свой телеграм. И сегодня речь у нас пойдет о всевидящем оке. Итак, смотрите. Вот этот вот глаз, всевидящее око. Может быть, вы заметили, это всевидящее око, оно есть очень много изображений его, очень много изображения этого ока везде, там в храмах, еще где-то есть, и везде как будто за этим оком есть свет. И это око в большинстве своем, оно находится как в пирамиде, это как верхушка пирамиды, да, или если мы вспомним масонский символ на долларе, то там у нас вот эта пирамида и верхушка ее, да, составляет вот этот глаз. То есть по факту они нам показывают, что на самом деле глаз является верхушкой пирамиды. То есть вот это вот нижняя, то есть сама пирамида состоит из двух частей условно. То есть это нижний, вот этот вот фундамент какой-то, далее идет вот это вот построенный каркас, и далее самый конец, вот этот вот треугольник условный, верхушка этой пирамиды – это именно глаз. Так вот, и этот глаз, он закрывает солнце. Если мы посмотрим на вот эту масонскую картинку, то здесь мы можем увидеть, что как будто глаз излучает солнце, то есть как будто он светится. Но если мы приглядимся к другим каким-то проявлениям, то везде мы можем отметить, как это цвет идет за солнцем. То есть, условно, когда мы рисуем что-то, что излучает свет, мы рисуем это по-другому. То есть мы изображаем это по-другому. Вот именно как, допустим, на вот такой вот картинке масонской. Но по факту любое проявление, то есть которого всевидящего ока мы видим, оно немного другое. То есть оно по факту этот свет не излучает, оно его закрывает, именно перекрывает какой-то свет. И это встречается везде, в канонических каких-то вот рисунках. Везде в канонических рисунках оно закрывает свет. Многие очень почему-то говорят о том, что оно типа излучает свет, это всевидящее око. Но приглядитесь, просто приглядитесь. Почему я вообще пришла к такому заключению, что оно закрывает свет? А все дело в том, что еще в 2020 году я увидела очень интересную конструкцию. То есть это был 2020, по-моему, 2021 год, начало. Вот это было до еще того, как я даже создала YouTube-канал, до того, как я начала что-то вам рассказывать и прочее. Это было достаточно давно. Я тогда еще не понимала, у меня еще не было таких больших распаковок по матрице, и я не понимала, что это за такая конструкция. Но я частично упоминала про нее в чате, допустим, по-моему, Солнечного клуба, где-то еще я упоминала, не помню, но я думаю, некоторые ребята уже слышали от меня вот это, что такое истинное солнце, то есть как я его вижу. И я говорила о том, что я вижу истинное солнце именно за куполом, то есть что оно находится за пределами купола, и что свет от истинного солнца, он не попадает сюда. Более того, он фильтруется, и более того, что нам закрыли истинное солнце, то есть нет его каких-то лучей. Я еще вспомнила потом, уже вот в этом году, зимой, по-моему, до Нового года я прям плакала, у меня было очень сильное такое воспоминание, глубокое, от того, как вот, когда закрыли куполом землю, то есть я, оказывается, одно из моих воплощений, я тогда застала вот этот момент, и это было мое позапрошлое воплощение, то есть, которое я, так, достаточно хорошо помню, но вот этот момент я как-то до этого упускала из вида, то есть я не видела, что вот это ощущение, я именно словила, что как будто ты находишься в каком-то вакууме, что как будто вот
как будто нас крышкой какой-то накрыли, знаете, вот запихали в какую-то кастрюлю и накрыли крышкой. Я еще до этого вспоминала, еще лет 18, там, в 19, когда вот эту прошлую жизнь вспоминала, что мы тогда могли больше, мы могли там своей энергией управлять, что были какие-то там, условно, мы могли свое тело как-то, вот знаете, вот как сейчас говорят, на адреналине ты там можешь, я не знаю, машину поднять, да, или что-то такое там, то есть в состоянии там какого-то определенного эффекта там или еще что-то, ты прям можешь делать то, что типа физически как муравей там становиться каким-то там сильным, условно, то есть в пределы, да, каких-то вот, может тело в какие-то определенные состояния входить. И вот тут мне приходило, что мы могли осознанно в такие состояния входить, то есть мы могли осознанно управлять своим телом, то есть не просто так, что у нас тело какие-то химические процессы сработали, и мы такие, побежали, да, под этими химическими процессами, а то, что мы контролировали эти процессы, мы контролировали тело, мы могли управлять энергопотоками, мы могли управлять собственным телом, энергопотоками, собственным телом, много-много другое. То есть мы очень-очень умели вот все вот это вот. И потом, когда вот эта крышка захлопнулась, я почувствовала, что как будто нас от чего-то отрезали, то есть отрезали от каких-то вот энергий. Это очень-очень сильно было вот в моем воспоминании ярко. Как будто вот ты стал какой-то вот как неживой, то есть тебя как будто заперли реально в какой-то камере одиночки, условно, да, вот, и ты находишься вот в замкнутом каком-то пространстве, чего раньше не было, то есть как будто тебя заперли в какую-то комнату или что-то, вот говорю, как в кастрюле накрыли крышкой, и сейчас я понимаю, что это продолжается, то есть мы еще накрыты этой крышкой, но я видела также, что какой-то спектр лучей к нам сюда попадает, и условно, что вот в этом куполе есть какой-то, как, знаете, такой небольшой участок, как лупа, который действует как вот лупа, и он пропускает через себя луч света, то есть от истинного солнца он собирает и он пропускает какую-то часть света сюда, но он пропускает не весь свет, он пропускает только определенные спектры. И эти спектры, это условно там, вот знаем мы, да, там ультрафиолет, ультракрасный там и так далее. То есть вот те спектры, которые у нас здесь есть, вот их пропускает. Но там спектров у истинного солнца гораздо больше. То есть там около 100 спектров, а до нас доходят считанные единицы. То есть и нам отфильтровали, только те оставили, чтобы мы вообще не сдохли. Условно, чтобы тело наше существовало, чтобы растения, животные, вообще вот чтобы жизнь какая-то могла выжить. Только выжить, не больше. А что-то большее, на это не стоит рассчитывать. То есть вот таким образом они сделали специально, то есть вот реально накрыли вот этим вакуумом. И потом, когда я начала понимать, что вау, хорошо, там есть условно какой-то вот этот вот глаз, да, огромный, или что это там, то есть это какой-то вот участок, который работает как лупа, и этот участок, он как будто собирает и луч, который он запускает, и этот луч ударяется во что-то, в какой-то объект. То есть, знаете, я тут начала сопоставлять некоторые факты очень интересные. Многие говорят о том, что Луна – это космический корабль, о том, что на самом деле Луна – это установка, которая просто летает, да, вокруг нас, то есть какой-то космический аппарат. И тут я вспоминаю всяческие, знаете, вот эти древнеегипетские, древние там еще какие-то мифы, которые говорят нам о том, что Солнце – это на самом деле какая-то гребаная лодка, которая плавает у нас по небу. Вспоминаете такое? Допустим, например, бог Солнца, тот самый, да, он на лодочке у нас плавал. То есть вот он плывет по небу и Солнце, да, вот он всплыл, значит, он проплыл и уплыл. И вот это вот дальше там, да, огненная колесница там, вспомните Один и компания, вот это даже фильмы тут недавно это снимали все, как он там на огненной колеснице на своей сражался со своим сыночком, это Марвел снимал же, то есть это все взято из мифов.
какая-то огненная колесница, какая-то огненная лодка, какие-то огненные лошади там прыгают, скачут по небу и так далее. То есть какой-то летательный аппарат, на котором вот какой-то условный, типа как шар большой, да, вот этот вот источающий свет, то есть какой-то шар энергии. И тут у меня пазл очень хорошо и тесно встает. То есть то, что я видела, что вот этот луч, который идет отфильтрованный от вот этого вот условного какого-то, ну, как лупы, он ударяется в какой-то объект, который я видела на небе, да, который условно как дискошар какой-то. Почему-то мне идет как дискошар, то есть в него ударяется, и он, знаете, бликами во все стороны начинает светить. То есть вот ударяется в одно место, а тот вот просто во все отражать начинает. То есть как действует, как вот много-много зеркал на нем или что-то такое, и они во все стороны начинают светить. Вот эффект отражения. И вот это вот условное что-то шароподобное, да, оно висело в воздухе, то есть висело, опять же, на вот этих вот условных каких-то шарнирах, понимаете? И тут вот у меня немножко пазл-то складывается, то есть если Луна — это искусственный объект, то есть это какой-то условный космический корабль, который плавает у нас тут, для того, чтобы управлять какими-то магнитными полями, для того, чтобы там приливы-отливы устраивать, там еще что-то, да, причем на нем очень хорошо запитывается матрица, причем с этой Луны уже не только я сказала о том, что во время там всяческих вот этих полнолуний, новолуний, там, да, какие-то энергии определенные идут, то, что у нас вот эта вот кровавая луна, которая это поднимается выше, то она приближается максимально к Земле, и всякие там карлики на нее скачут и свои какие-то ритуалы непонятные там устраивают, вот, и многое другое, то есть темные на вот эти объекты прям молятся. Они прям на эти объекты делают какие-то свои вот эти ритуалы, они на эти объекты устраивают все свои события, под них подстраивают. То есть когда вот эти объекты между собой там, допустим, в определенное время как-то сдвигаются, как-то там передвигаются, опять же, запуская какие-то циклы в матрицах и прочее. И вот здесь у меня сошлось, то есть если у нас Луна — это космический корабль, то с чему вы взяли, что Солнце не может быть точно такой же конструкцией? У меня лично все сошлось. Причем сошлось, что на тонком я это увидела, что на каких-то вот физических проявлениях. То есть нам об этом в открытую тоже везде рассказали. И также не случайно, наверное, что есть правый глаз Гора, а есть левый глаз Гора. Так, значит, Гор, возможно, это вот вся вот эта матричная установка. То есть, смотрите, если у нас в целом куриноголовые завезли вообще вот это искусственный интеллект сюда, то почему бы не, чтобы вот этот вот искусственный интеллект был именно проявлением птицеголовых, то есть и его левый и правый глаз – это как проявление именно того, что этот искусственный интеллект при помощи своих вот этих глаз следит за тем, что здесь происходит. То есть это как система управления, да, его условные там системы слежения. Плюсом, вы, наверное, уже заметили, у нас подписка такая с вами интересная там была, да, что Солнце и Луна, они не только являются какими-то объектами, но они еще и являются объектами, которые собирают энергию людей. То есть по факту, которые собирают энергию, которая идет с различных вот этих вот течений и учений. И собирая их, они запитывают опять что? Матрицу. Я не говорю о том, что Солнце плохое, как я уже сказала, Солнце это условно что-то, что передает нам все-таки энергию и свет от истинного Солнца. Но помните, вот самый интересный вот этот момент, что нам говорят про ложный свет, да, про то, что светится лампочка или что-то. Так вот, что если они используют истинный свет для того, чтобы подсвечивать что-то свое, мы это воспринимали как условно истинное. Так вот, они также берут и наше, то есть они всегда брали что-то наше для того, чтобы нас куда-то уводить.
И вот эти вот два объекта, которые по факту мало того, что крутят все остальные шестеренки, то есть они являются стрелками, ребята, они являются стрелками. Это стрелки, которые идут по циферблату. Когда мы говорим о том, что есть 12, да, на одну стрелку, 12 на другую, условно эти стрелки именно задают вообще время всем часам. То есть, когда мы вот смотрим на часы обычные, мы можем сказать там час дня 15 минут. Там, конечно же, эти часы немножко не так идут, условно, да, но, тем не менее, это стрелки, которые идут точно так же. И что самое интересное, я уже давно сопоставила вам 24 часа, условный календарь, который у нас есть. То есть там циклы-то одни и те же идут. Если мы посчитаем, допустим, 12 месяцев, да, 24, вот это вот все, 12 часов, там, 24 часа и так далее, циклы вот эти вот все, мы с вами посмотрели, что это одни и те же циклы. И там у нас идет, что за условную половину цикла, то есть 12 часов, да, за 12 часов одна стрелка на 1 уходит. То есть если мы возьмем за структуру Солнце и Луну, то, допустим, есть час дня, да, потом поворачивается, минутная стрелка, 12 проходит, потом 2 часа становится и так далее. Если мы это все наложим, опять же, на условное небо, то все совпадет то же самое, только уже в годовой календарь, понимаете? Там все это совпадет, все вот эти вот движения. И это будет двойственность, опять же, двойственность, которая крутит потоки. И насчет вот этой лупы, да, не договорила, почему она в форме глаза, как вы думаете? Вот почему вот эта лупа, опять же, нам все показали. Ребят, вот серьезно, нам вообще все показали. Вот это вот, что я видела на тонком, да, что есть глаз, который закрывает свет. Условно, глаз – это, мне кажется, купол, то есть это проекция купола. Опять же, когда я смотрю на купол, я вижу стекло. То есть он как стеклянный. Сейчас уже нет, до этого был как стекло, такая прочная колба. То есть, опять же, похожая на что? На лупу. И когда мы с вами смотрим структуру глаза, то мы можем понять, что вообще в нашем глазе, самое главное, да, вот, как мы видим? Мы видим через хрусталик. В нашем глазу есть такое понятие, как хрусталик. И этот хрусталик, он является ничем иным, как лупой. Большой лупой, которая, по сути, пропускает через себя свет, то есть отражение, да, вот это вот то, что мы там вокруг видим, пропускает через себя, она проецирует картинку во внутреннюю сторону глаза. И там эта картинка уже мозгом переворачивается. Посмотрите, как это вообще, как мы видим, условно. То есть наш глаз есть не что иное, как лупа. И по сути, эта лупа пропускает какие-то спектры лучей, а какие-то не пропускает. Опять же, потому что мы видим только то, что у нас позволяет видеть наш глаз. Другие какие-то оттенки, условно там ультрафиолет, ультракрасный там и так далее, мы не видим. То есть даже бывает такое, что, может быть, вы там смотрели, да, что для того, чтобы увидеть что-то, нам нужно использовать какой-то определенный свет, допустим, чтобы замечено было. Мы не видим различные спектры, тоже так же, обычным глазом. И мы не слышим, допустим, что-то, что выходит там за пределы нашего слуха, то есть улавливает. И тут примерно, мне кажется, то же самое. То есть глаз, он, да, условно как символ, но этот символ, который все, опять же, показывает прямым текстом. Вот тут у нас глаз, условно. И это не только символ условного всевидящего брата, который следит за нами, и его тоже, потому что, по сути, как я уже сказала, вот этот вот символ мне шел как знак гора, то есть вот этот вот символ искусственного интеллекта, символ вот этого вот всевидящего ока, куриноголовых, то есть вот их вот этого квантового компьютера проявления. Но в то же время, как я понимаю, это совокупность, то есть совокупность всего. И условно возможно, что вот там, где происходит вот эта лупа, там же происходят и какие-то расчеты, там же бегут какие-то цифры, потому что я сейчас вот этот образ очень хорошо ловлю. То есть там, где свет пропускается вниз,
там же бегут цифры. И возможно, что уже на этом уровне вот тот цвет, который нам сюда вниз спускают, они его уже пытаются перекодировать. То есть они уже этот цвет используют для того, чтобы заливать куда-то, куда нужно им, условно. То есть не совсем, что прям вот все этот цвет там во зло какое-то используют, но они уже на этом уровне его перекодируют условно, для того, чтобы этот цвет не был таким, каким он есть изначально. То есть, опять же, вот эти фильтры пресловутые, о которых я говорила. То есть не пропускают что-то отсеивают, что-то перекодируют, то есть подделывают этот цвет условно под себя. Как-то вот, знаете, идет слово обезвреживают, просто обезвреживают. Для того, чтобы он, не был губителен для них, любимых, б, для того, чтобы он не дал нам раскрыться полностью условно, и С для того, чтобы создать нам некую изоляцию от какого-то внешнего мира, это тоже идет, потому что этот купол, он эту изоляцию создает. Ну, опять же, вот что могу сказать. Во-первых, мне уже задавали вопрос в солнечном клубе, что можем ли мы сломать вот эту конструкцию. И я сказала, что можем. Я видела вот эти балки, которые есть, да, вот эти вот балки условные, установленные. Эти балки, их можно разрушить. То есть те, кто может их увидеть, те, кто могут вот эти вот каркасы намерения почувствовать, а это ребята, наверное, которые видят каркасы, которые могут это все просмотреть. Вот, если вы их увидите, ломайте. Реально ломайте. Просто эти каркасы можно разрушить, и мне этот образ шел, что эти балки ломаются. То есть, когда они сломаются, условно, это не значит, что у нас Луна с Солнцем там с неба свалятся, условно. Нет, я не думаю, что это произойдет. Но какие-то механизмы, которые они условно запускают, они сломаются. То есть механизмы, именно связанные с вот этими вот выбросами энергии, которая запитывает для темных те или иные события. Они уже частично хорошо ломаются. То есть у них нет того выхлопа, который они раньше получали с запуска того или иного. Это видно, то есть это чувствуется на тонком, что у них не получается запитывать вот что-то так, как они делали раньше. Конечно, да, люди еще массово на это поддаются, но я видела, что скоро это закончится, и об этом мы тоже с вами поговорим. Ну а на сегодня у меня все. Я надеюсь, для вас вот та картинка, которую я до этого нарисовала и которую я вам сюда здесь скинула, она станет более понятной. Все, всем пока-пока. Я вас обнимаю, люблю. Ваша Надежда Солнечная.